Беседа Барбусидо. Хагакура. Подчиненные. Из Хагакуры. Правильное отношение к подчиненным. Ямамото Цунетомо говорит о том, как самурай должен строить отношения с подчиненными ему людьми. Над этими словами стоит задуматься многим эффективным менеджерам, руководителям и собственникам бизнеса. Самурай говорил про командообразование еще тогда, когда это не стало мейнстримом. Ямамото Дзинэмон однажды сказал, что главное для самурая иметь хороших слуг. С военными делами одному не справиться, как бы человек ни старался. Деньги можно одолжить у других, но хорошего человека встретишь нечасто. О слуге нужно постоянно заботиться и проявлять к нему доброту. Когда у тебя есть слуги, плохо, если ты думаешь только о себе. Но если ты с готовностью делишься с низшими сословиями тем, что у тебя есть, ты сможешь собрать у себя хороших людей. Ямамото Цунетомо, Хагакура. В приведенной цитате, когда речь идет про слуг, говорится именно про подчиненных. В Хагакуре термина «слуга» нет того негативного оттенка, который оно может иметь для современного человека. Ведь само слово «самурай» происходит от слова «служить», японское «сабурао». Самураи были не только воинами, но и слугами своего господина, в буквальном и переносном смысле. Господин в данном случае – это даймё, князь, который, к слову, тоже самурай, только главный. Считать себя слугой своего даймё – высший символ преданности для самурая. Даймё, в свою очередь, служит императору или сёгуну. Да и в принципе смысл жизни самурая состоит в самоотверженной службе своему господину. Также помним, определенное самоуничижение для азиатской культуры характерно. Формальное появление принижения собственной персоны в наши дни часто встречается в литературе и в жизни. Во всем виноват Конфуций со своей вертикалью подчинения нижестоящих вышестоящим. А вот под слугами самурая в данном случае могут пониматься соратники, такие же самураи, которые подчиняются своему командиру. Или низшие сословия, простые люди не самураи, прежде всего крестьяне. Очевидно, что воины всегда смотрели свысока на всех не воинов, отсюда низшее сословие. Тут историческая справка заканчивается, мы переносимся в современность. Чему Ямамото Цунетомо учит современных менеджеров и, не побоюсь этого слова, бизнесменов. Он напоминает, что великие дела под силу только сплоченной команде. Даже гениальный руководитель в одиночестве не сможет вернуть горы. Хочет он это или нет, он нуждается в верных соратниках. Заменим слуг на и низшее сословие на сотрудников и подчиненных. Или кадры Human Resources, если хотите. Как вам такое? Главное для бизнесмена найти хороших подчиненных. Задачами по завоеванию рынков сбыта и борьбе с конкурентами одному не справиться, как бы человек ни старался. Деньги может одолжить у других, но хороших сотрудников встретишь нечасто. О персонале нужно заботиться постоянно, проявлять доброту. Когда у тебя есть подчиненные, плохо, если ты думаешь только о себе. Но если ты с готовностью делишься с поверившими тебя людьми тем, что у тебя есть, ты сможешь собрать хорошую команду. Эти слова стоит повесить на стену в кабинете любого руководителя. Словам 300 лет, но они вне времени. Современные менеджеры любят умные книги и тренинги по личностному росту. А ведь стоило бы вспомнить о простых вещах, которые не просто так остались в веках. Хочешь построить сильную лояльную команду, проявляй заботу о своих людях. И тут нет ни грана сопливого сюсюканья, только честная забота о подчиненных. С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.